Приветствую всех друзей и зрителей своего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом жаркого из свинины в тесте. Приступаем. Первым делом я режу лук и мелко, и полукольцами, всего 3 луковицы. Кладу это все в большую сковороду, в ней именно я буду все тушить. Делать основную заготовку для нашего блюда. Затем 2-3 помидоры, если крупные 3, тоже надо нарезать кубиками, вложить в отдельную тару. Пучок петрушки 3-4 ложки столовые мелко режу и тоже откладываю пока в отдельную тару. Ставлю сковороду со сливочным маслом, граммов 80 масла, на плиту и уже на сильном огне сначала тушу лук, затем немного огонь убираю и добавляю туда помидоры. Тоже тушу где-то 2-3 минуты. Помидоры дают сок. Сюда же добавляю 1 ложку тмина, нарезанную зелень петрушки, половина чайной ложки сумаха. Сумах дает некоторую кислиночку. Помидоры сейчас никакие, они не кисленькие, поэтому я решил сумахом немного подкислить. Пока тушатся овощи на медленном огне, я мелко нарезаю мясо и его тоже отправляю к овощам. На среднем огне это должно тушиться практически до готовности мяса. И пока у нас это тушится, я подсаливаю под самый конец по вкусу и добавляю перца. Специи вы добавляете каждый сам по вкусу. 800 граммов теста я сначала делю на 4 равных куска, делаю из них шарики, накрываю кухонной салфеткой, даю некоторое время расстояться, в это время готовлю поверхность, на которой я буду выпекать. Противень накрываю листом пергамента и его слегка смазываю растительным маслом. Затем каждую часть теста я делю снова пополам, раскатываю из каждой половиночки лепешку толщиной где-то 3-4 сантиметра. Тесто дрожжевое, раскатывается несколько тяжеловато. Края теста после укладки на пергамент в противне я смазываю обычной водой, для того, чтобы легче можно было потом скрепить их. Выкладываю на каждую часть, 4-ю часть заготовки нашей жаркого и 2-й частью раскатанного теста и смазанного водой края. Укладываю сверху, защипляю края и немного подворачиваю. Делаю вот такой вот небольшой хлебик. И так все 4. Затем взбитое яйцо наношу на поверхность всех 4 наших хлебов. Отправляю это все в духовочку, заранее разогретую до 180 градусов, где-то часика на 1,5. Для того, чтобы они не слипались, тесто дрожжевое, оно будет подходить еще во время выпечки, я перекладываю их обычной фольгой пищевой. Через 1,5 часа достаю готовое жаркое, горяченькое. И можно его начинать уже употреблять. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под этим роликом, жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые ролики, делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Ставьте лайк, если ролик понравился. До новых встреч!